Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу относительно свежую новинку в белой коробке Mini Champs. И мы рассмотрим легковой автомобиль Mercedes-Benz 230E в кузове W123. Эта модель появилась в Европе в продаже под конец 2020 года. Рекомендованная розничная цена на это изделие составляет 32 евро 95 центов. И поначалу эту модель продавали только в двух немецких онлайн-интернет-магазинах, но позже она засветилась и в других местах. И здесь ограниченный тираж 500 экземпляров, но я подозреваю, что этих машин на самом деле выпущено куда больше. И по большому счету это некий маркетинговый ход, потому что это просто перепаковка продукции Maxi Champs в коробочку от Mini Champs. И сам Mercedes W123 не является особо новинкой, он выходил до этого в других вариантах окраски, и еще раньше модель выходила под брендом Mini Champs. И первый Mercedes от Mini Champs появился еще в первой половине 90-х годов. И на сегодняшний день у Mini Champs и Maxi Champs насчитывается довольно много Мерседесов W123. Это и седаны, и варианты купе, автомобиль с кузовом типа универсал, и также была карета скорой помощи на удлиненном шасси. И здесь модель вполне хорошо копирует облик настоящего прототипа, хотя есть некоторые замечания. И помимо Mini Champs, такой Mercedes в 43-м масштабе также выпускал XO Models, более бюджетное издание в коробочке White Box, и такая машина мелькала в различных европейских журнальных сериях, и, по-моему, даже засветилась в российской серии «Автомобиль на службе» в варианте «Милиция». И также заряженное исполнение было от Neo Scale Models. Эту модель я покажу ближе к концу видеоролика. И в целом у Mini Champs вполне удачная модель на начало 90-х годов, но по нынешним меркам она смотрится все же довольно просто. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного бренда. Указан их официальный сайт, на котором можно ознакомиться с ассортиментом компании. Эти модели, естественно, изготовлены в Китае. Также есть наклейка с артикулом масштабной копии, указан прототип Mercedes-Benz 230E, и автомобиль копирует прототип 82 года выпуска, и цвет темно-синий металлик. И у Maxi Champs такой Mercedes предлагается как с литыми колесными дисками, так и в варианте с хромированными колпаками. Только в отличие от модели Mini Champs, у Maxi Champs колеса полностью в хроме и не выделены колпаки цветом кузова автомобиля. И если вы посмотрите на качество покраски, то здесь нету особых нареканий. Очень красивый цвет с мелким зерном, и зернистость в целом попадает в 43-й масштаб. Обычно зачастую, когда модели красят в цвета настоящих автомобилей, то берется автомобильная краска с крупным зерном, и на модели она выглядит очень чужеродно. Здесь каких-либо замечаний, во всяком случае, у меня нет. И из-за того, что салон черный, его сложно рассмотреть, но не вижу смысла его окрашивать в светлые тона. Преимущественно на таких автомобилях салоны были именно в черном цвете. Здесь также обозначена центральная консоль, есть кнопочки, система отопления, они нанесены декалью, и также есть небольшая декаль, имитирующая различные датчики. Что касается зеркал заднего вида, то они смотрятся вполне реалистично, сделаны в хроме. Дворники здесь из черного пластика, их можно было сделать и из фототравления, и уложить более аккуратно. И, конечно, вид портит осветительная техника. Фары спереди здесь просто обозначены серебристой краской, и как-то это выглядит не очень реалистично, и Mini Champs мог бы на своем переиздании уже доработать светотехнику, потому что я не думаю, что такая доработка удорожила бы производство, но, видимо, решили пойти по самому простому пути. Также здесь присутствует маскот из фототравления и небольшой значок на верхней части радиатора. И элементы в виде декали со временем ссыхаются, они могут потеряться. У меня на некоторых Мерседесах от Mini Champs значки отлетели, и куда они пропали, я не знаю, потому что эти модели у меня хранятся без коробочек на полке.
Также здесь не хватает регистрационных номерных знаков, но их не было и на варианте Mini-Champs. И я помню, раньше с некоторыми моделями от Mini-Champs давали небольшой флаер, на котором был код, его можно было внести на официальный сайт, и тогда вам высылали в конвертике набор декалей, но сейчас это уже не работает, и такой функции, во всяком случае, на современных моделях я не встречал. Отлично сделаны колесные диски. И что мне понравилось, то что здесь лакокрасочное покрытие на диске нанесено очень тонким слоем, и краска с мелким зерном издалека смотрится, как будто это хромированная деталь. И, например, если сравнить покраску колесных дисков на этом Мерседесе с более ранней версией от Mini-Champs, то здесь отлично просматривается фактура колеса и также хорошо просматривается декоративный колпачок со значком Mercedes. На ранних моделях от Mini-Champs в основном эти элементы были залиты краской. Дверные ручки здесь отлиты вместе с корпусом автомобиля, издалека смотрятся вполне прилично, но при более детальном рассмотрении, конечно, сильно бросаются в глаза. И сейчас такие элементы даже на более бюджетном сегменте уже делают в виде деталей из фотоотравления или пластиковых отдельных дверных ручек. Хорошо проработаны задние фонари, обозначены поворотники, сектора заднего хода, значок на крышке багажника здесь нанесен тампо-печатью. Повторюсь, отсутствует шильдик, при желании можно наклеить его самостоятельно. На заднем стекле также обозначены нити обогрева, это добавляет модели более реалистичный вид. И мне не понравилось то, что здесь глушитель установлен не на свое посадочное место, и эта проблема наблюдается практически на всех моделях Maxi-Champs, и я видел другие W123, у которых тоже вот так низко расположена бочка глушителя. Не могу сказать, с чем это связано, видимо, или не до конца вставляют штырек, или что-то мешает, но я думаю, при желании можно доработать этот нюанс. И давайте открутим модель от подставки, посмотрим, как она сделана снизу. Вообще у Mini-Champs довольно хорошая проработка ходовой части автомобиля, но у этой машины есть ряд упрощений. И, конечно, сейчас на самых современных моделях от Mini-Champs уже не такая богатая детализация, как в начале 90-х годов. Но, тем не менее, окрашена выхлопная труба, это полностью отдельная деталь. Также схематически изображена коробка передач, передняя балка, есть ниша под запасное колесо, и вид портят крепежные отверстия. И на всех моделях Mini-Champs они находятся строго посередине. И лучше было их сместить куда-нибудь в бок, как это делал производитель AutoArt, но здесь модель подгоняется под коробку, потому что коробки у всех моделей от Mini-Champs абсолютно идентичны. И свободно вращаются колесики, правда, задние колеса здесь ходят восьмерками. Покрышки тоже оставляют желать лучшего. Протектор слабо напоминающий настоящий легковой, и больше такая резина подходит под грузовик. Но других вариантов пока что на замену нет, и Maestro Models не делает хорошие резины под европейские автомобили, поэтому приходится довольствоваться этим. И давайте для сравнения вам покажу модель от Neo Scale Models, и на мой взгляд у Neo самый лучший вариант исполнения Mercedes W123. И как раз если вы поставите две модели рядом, то отчетливо видно, что оконная линия ниже у производителя Mini-Champs. Здесь они немножко ошиблись, и модель более точно воспроизведена у Neo Scale Models. Но у Neo только один вариант заряженной версии, и также у них был, по-моему, лимузин и автомобиль-катафалк, а обычного седана в стандартной версии они не предлагали. Но при желании можно сделать такую заряженную машину и из варианта Maxi-Champs. Подобрать подходящие колесные диски, сделать спойлер, поставить другие бампера и также поставить другие сиденья в салон. А в целом это вполне хорошая модель, которая займет достойное место в вашей коллекции, если вы большой поклонник автомобилей марки Mercedes-Benz. И пишите ваши комментарии, есть ли в вашей коллекции
похожий автомобиль, в каком варианте окраски в свою коллекцию вы его приобрели, сколько вы за него заплатили. Не забывайте поддержать этот видеоролик лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал, там тоже выходят регулярно интересные видеоролики. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!